М, Всем привет. Всем привет. О, все. Сейчас меня должно быть видно. Для безопасности, как всегда, выключаю питание камеры. Признавайтесь, мы ведь все так делаем. Раз, два. Эхо. М, Нет, эхо быть не должно. Я все проверил. Нет, эхо быть не должно. У меня звук разведен по разным каналам. Микрофон идет на основной канал, звук с компьютера идет на другой канал, так что не должно быть проблем. Так, а, да, всем привет еще раз. Так, сейчас я напишу сообщение в чатик о том, что стрим начался, и мы начнем. Пока все те, кто на стриме, добро пожаловать, всем привет. Не забудьте не поставьте лайки, кто смотрит нас в записи. Двойное спасибо. Не забудьте отгрузить Лукасов. Я за этим слежу. Для меня это важно. Понимать вообще, насколько затянуто, не затянуто, плохо, хорошо. Комментарии также не забывайте оставлять. Может быть, вам есть что там добавить, прокомментировать. В общем, всегда рад конструктивной обратной связи. Так, что ж, напишем сообщение в группу, канал точнее. Кстати, те, кто еще не подписан, как-то пропустил по какому-то фантастическому стечению обстоятельств, посмотреть 2 часа. Одной из частей, не, это 5 частей было, каждая по 2 часа, то есть 10 часов посмотреть мои стримы в записи или не в записи, или около того, и не подписаться на мой телеграм-канал. Ну, ребят, слушайте, я там пишу про архитектуру Unity проектов, делюсь своим опытом. Эта тема достаточно плохо освещена и имеет кучу всяких непонятных best practices от ребят, которые либо недостаточно в индустрии. Короче, очень много информации, но качество ее низкое. Вот я фокусируюсь на качестве. Пишу не так часто, но зато качественно. Сейчас еще прорабатываю кучу материала вообще по архитектуре, по ее предпосылкам, про software engineering, про что еще? Вообще, что такое архитектура? Про метрики, software quality metrics, про когнитивную сложность там у чувак, который написал статью по когнитивной сложности, про которую я, кстати, писал в блоге. Есть книга на 1500 страниц про software engineering, которая разбирает фундаментальные проблемы разработки. Собственно, выводы из этой, по сути, то, что он сказал, то, что он написал, там проблемы фундаментальные, которые есть при разработке программного обеспечения, а по сути это первоисточник и первопричина вообще всех архитектурных вообще проблемы, которые решает архитектура. Сейчас я это изучаю активно, перерабатываю для того, чтобы сформировать и скомпоновать этот материал и выдать несколько, ну и провести несколько стримов на эти темы.
Так что, ну вот после этого, ну как вы можете не подписаться? Так что давайте, ссылка в описании. Переходим вниз, открываем description. Там есть ссылочка. Читаем бложек, пишем комментарии. Я всегда отвечаю, всегда все читаю. Мне вообще по кайфу. Так, давайте, стрим начался. Стрим начался. Так. И... Все. Так, да, пока мы пост отправил. Сейчас народ еще подтянется. Плюс-минус. Дай бог. Будет нас чуть побольше. Так. Вопрос не по теме. Ты работал Google App Script. Я просто с таблицами несколько раз баловался. Мне интересно, что можно с ними сделать для продакшена. Google App Script. Нет, я не работал с ними. Единственное, с чем я работал, ну, я работал с многими инструментами от Google, с Google Cloud, там множество вещей, базы данных, выделенные тачки, Kubernetes, запуски отдельных докер-контейнеров, как он там называется, Cloud, что-то там, не помню, Cloud Run, по-моему. TestLab, Firebase, Google таблицы, Google документы всякие. Короче, много с чем работал. Вот. О, к нам, ребят, народ начинает подтягиваться. Вот, поэтому, ребят, все, кто подтянулись, всем привет. Время 7 часов по Москве. Рад всех видеть. Мы продолжаем. Мы... Хвала богам, надеюсь. Это будет последний стрим с написанием JSON мигратор, потому что, честно, я не очень хотел проводить, ну, не знаю, короче, не стоит у меня больше на этот JSON мигратор. Так много о нем думал, так долго его пишем, так много его делаем, что я решил сделать таким образом. Мы сейчас запилим его, зальем на GitHub, напишем доку, добавим тудушки туда, и если, ну, даже так, чтобы тутушки были всем видны. Если наберем большое количество звезд и наберем достаточно, и наберем хотя бы pull реквестов с запросами каких-то фичей, то тогда мы вернемся к этому плагину. Потому что есть ощущение, что его можно написать и в принципе о нем забыть. Маловероятно, что кому-то потребуются там дополнительные фичи по типу статического анализатора, там вот дополнение, какая-то дополнительная кодогенерация через source генераторы, ну, то есть какое-то увеличение перформанса. Я не думаю, что я не уверен, что оно потребуется, и что проблема, которую решает плагин, настолько популярна. Но надеюсь, я ошибаюсь.
Вот, надеюсь, я ошибаюсь. Да, код не видно, потому что пока что мы просто немножко разговариваем. Вот. Ам, Собственно, в целом, наверное, из прелюдий разговорных все. Прежде чем начать, я вижу, что нас 6 человек на стриме по моей консольке ютубовской. Но всего лишь 3 лайка. Так что, ребят, давайте, не постесняйтесь, залейте лукасов. Сейчас мы допишем мигратор. Будет интересно. Постараюсь еще, не знаю, что-нибудь параллельно порассказывать. Вот. Ну а пока лайки грузятся, чаечек мутится. Вот. Спонсор сегодняшнего стрима чай зеленый, китайский Spring Blossom какой-то. Ну, как я вижу, там апельсинки есть, лепесточки какие-то белые. Ну, короче, вкусный чай. Вкусный чай всем тоже. Опа. Наливайте, собирайтесь, сейчас поедем. Так, ну что ж. В прошлый раз мы остановились на том, что у нас был... Мы дописали наш мигратор. У нас все тесты зеленые. При этом имплементация мигратора сделана через атрибут migratable. Сейчас я моки открою. Вот. Через атрибут migratable, в котором мы в конструкторе обозначаем версию. Это текущая версия представления, которое сделано у нас в коде. И мы то есть полностью отошли от интерфейса iMigratable. Мы перешли на атрибут. И также полностью отошли от поля, которое у нас здесь указывало, которое у нас было с полем версии. И мы это поле автоматически читаем. По крайней мере, сейчас мы его читаем. Так. Куда смотреть? Надо в мигратор. Да. Мы отошли полностью от поля версии в классе, в представлении JSON объекта, и перешли на... Ой, блин, я же рефакторил этот момент немножко перед стримом. Че, все потерялось, что ли? Лол. Ладно, окей, не суть. В общем, мы смотрим, мы пытаемся извлечь версию нашего JSON файла из стринги, то есть из JObject. И вызываем все методы миграции. В данном случае, если у нас метод миграции пропущен, то есть его нету, у нас нету имплементации, то мы бросаем исключение. Мы это тоже, кстати, поправим, то есть это не так страшно. Собственно, вот и все, что мы сделали на предыдущем стриме. Вот эти методы у нас вызываются через рефлексию. Напомню, почему было выбрано такое решение и почему через атрибут. Потому что, во-первых, вот здесь может не быть инстанса нашего класса, то есть мы можем не иметь объекта в рантайме. И чтобы не нарушать логику и создание объекта JSON конвертером, JSON Newton Soft, сериализатором, короче, мы не берем на себя эту ответственность и работаем уже с теми данными, которые у нас есть.
И второй момент. Ну, это создавало множество еще проблем с имплементацией, в том числе с большим количеством кода, который нам нужно написать внутри метода migrate. Это прям куча бойлерплейта нам нужно было бы делать. По-моему, на четвертой, на предыдущем стриме я точно это показывал. И также было бы намного сложнее написать статические анализаторы для того же Ройслина. Ровно по той же самой причине, потому что имплементация была бы вызов всех методов последовательной миграции с версии 1 на версию там 2, 3, 5 и так далее. Они были бы внутри одного метода, и нам бы пришлось писать какой-то анализатор имплементации внутри метода. Это неудобно, это непрактично, потому что было бы наверняка очень много ложноположительных срабатываний. А так мы, ну, как бы закладываем на будущее. В случае, кстати, как я сказал, если проблема действительно достаточно популярная, если будут запросы, pull-реквесты, и мы наберем достаточное количество звезд на гитхабе с данным плагином, то я допишу Royslin, мы напишем Royslin анализатор под этот плагин, чтобы он не компилировал проект, допустим, вот в таком случае. То есть мы помечаем здесь версию 2, и с Royslin анализатором можно сделать так, чтобы при изменении версий у нас сейчас код просто не компилировался. То есть не компилировался до того момента, пока мы не напишем, не реализуем метод migrate2. Это прям будет фичать прям на уровне компилятора, то есть ее обойти будет просто невозможно. Ну, то есть невозможно. Вот, это будет такое создание искусственных ограничений для того, чтобы следовать следовать правилам и избегать проблем в будущем. Потому что компилятору не нужно ничего доказывать. Если ваш код не компилируется, то вы с этим ничего не сделаете. Вам не нужно идти к лиду, вам не нужно разговаривать с project owner, вам не нужно, ну, ничего делать. То есть не нужно ни с кем спорить. Это очень интересная тема, связанная с ограничениями, которая идет напрямую из фундаментальных ограничений софтверной разработки в целом. И проще говоря, у меня будет на эту тему стрим, материал пока готовится, но я сделаю такую небольшую затравочку, что при разработке существует множество ограничений, ресурсные, организационные, эти ограничения делятся на 3 группы. Ресурсные, организационные и... Вот ляпнул и забыл. Сейчас гляну. Я гляну, у меня материал под рукой. И когнитивные, точно. И когнитивные. Вот. И дело в том, что по умолчанию вообще все... одна из проблем когнитивной, один из подразделов, получается, когнитивных ограничений, это полиморфность. Полиморфность это что такое? Пожалуйста, не связывайте это с ООП. Это просто полиморфность как слово. Это возможность одного, скажем так, объекта, ну или не объекта, в общем, одной вещи, одной идеи, одной мысли, одного объекта, окей, пусть будет так, иметь множество состояний. В частности, если рассматривать, допустим, наш скрипт как объект, то, точнее как, если взять вот этот, давайте назовем его, наверное, артефакт. Если взять вот этот артефакт, нет, так, что-то я сам не успел начать, уже запутался. Могу switch взять. Так. Сейчас.
В общем, полиморфность это вот у нас есть скрипт, допустим, и все возможные его вариации имплементации дизайна и все возможные перекрещивания имплементации дизайна это есть полиморфность. То есть любая задача может быть реализована бесконечным количеством вариантов, в принципе. И есть одно из заключений, там книги, они называются законами инженерной разработки. И, грубо говоря, один из этих законов гласит, что очень сложно технически или материально оправдать и доказать, что один вариант комбинации имплементации дизайна будет эквивалентен другому. Простыми словами говоря, вот мы с вами говорим там про Migratable, про Roslyn, про атрибут, про интерфейс, про проблемы, которые могут с этим возникать. Мы обсуждаем с вами возможные подходы к дизайну и имплементации. И вот согласно этому закону мы не можем сказать, какой из них будет лучше. То есть именно рассуждая об этом с точки зрения экономической и с точки зрения качества. Вот. По крайней мере, пока мы это качество не померили. Качество — это вообще отдельная тема. Очень плохо изучено. Очень много работ ведется учеными и инженерами, разработчиками в R&D-сфере, кто активно изучают метрики, как раз-таки померить, грубо говоря, что один класс лучше или хуже и так далее. Вот. И я сейчас всю вот эту информацию прорабатываю для того, чтобы сделать стрим. Вот. Так что это еще один повод поставить лайк и подписаться. Подписаться на канал и подписаться на мой телеграм-канал. Собственно, это на этом с введением, с напоминанием о том, что мы сделали на предыдущем стриме, и с тем мы закончили. Поэтому обсудим тудушки на сегодня. Их, и вот я сел перед стримом, такой, надо заканчивать. Сел и опять себе 10 тудушек накидал. Ладно, благо они быстро раскидаются. Сейчас мы быстренько с вами сядем, напряжемся и сделаем. Так, значит, Migration Exception. Это я упоминал. Мы напишем, короче, сделаем вот такой вот хендлинг. Это по конвенции, которую нам предлагает JSON-конвертер. У него много всяких хендлинг енамов есть для кручения, верчения параметров сериализации JSON-объекта. Мы сделаем точно такую же и добавим вот здесь, что мы в случае, если метода нету, но будем это игнорить. Мы же не знаем, может быть, это in-ok для пользователя. Как говорится, на его усмотрение. Собственно, напишем missing, вот как раз таки missing migration handling, добавим пару тест-кейсов, в том числе с пустым JSON. Даже что-то вот не могу пока это не соображается, что будет в этом случае. Но по идее все должно быть окей. Проверим. Кейс в случае empty JSON and null. Вот так вот. Кейс для write JSON. Сейчас у нас во write JSON у нас нету вообще никакой имплементации. Вот, как можно заметить. Это неправильно. Это неправильно. Нам нужно прописывать последнюю версию в JSON файл при сериализации. Improve test with many migrators.
Кто смотрел предыдущую часть, тот помнит, что мы закончили-то на самом деле, я немножко слукавил, мы закончили на том, что у нас все тесты зеленые, кроме вот этого. Нет, вот этот More Than One Converter. Мы закончили как раз на нем, и он был красным. Но на этом стриме он стал зеленым, потому что я чуть-чуть подправил вот этот класс. То есть была проблема в классе, то есть была проблема в моке, который мы написали, а не в логике, которую мы написали. Соответственно, нам нужно немножко поправить этот конвертер и немножко переписать тесты для проверки множества конвертеров. Это мы тоже сделаем, это не займет много времени. И останется вот два последних элемента. Это покрыть кейсы, когда мы используем, когда у нас в качестве десериализуемых объектов выступают generic. Мы уже это сделали. То есть вот мы проверили для массивов, и вот тут мы проверили для generic типов, по сути. Ну и все тогда. Тогда для дженериков не надо. Тогда только для структур проверим. Но я вам по секрету скажу. Все будет окей. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Так. Все. Через ровно 2 минуты мы начинаем писать. Начинаем уже писать код. И до этого мне нужно. Мне жена написала, мне нужно отойти на 1-2 минуты. Вот. Так что сейчас я через минутку подключусь. Поехали. Так, первое, пожалуй, с чего начнем? Это с того, что напишем тесты на функционал, который есть. Соответственно, по тудушкам у нас это вот этот. Case we have migration exception. Так. Окей. Public void. Получается valid JSON версия 1. После этого мы
deserialize as да, as v2 without migration method. Throw migration exception. Собственно, у нас будет, получается, нам будет дано. Точно, спасибо, Миш. Deserialize. Так, дано, получается, JSON with field version. Пока пропустим. Deserialize JSON with migrator. Then those deserialize JSON without migration method throw migration exception. Так, собственно, так. После этого migrator mock, да. И получается вот здесь throw migration exception deserialize person. Так, нет, здесь два метода есть, здесь один метод есть, надо нового создать. Получается migratable 2. Person without migration method. Да даже можно версия 1. Какая нам разница? Person without migration method. Все. По идее, на этом первый тест закончен. Проверим. Блин. Отошел на минутку, так много народу разбежалось. Жалко. Так. Throw migration exception. Все, окей, хорошо. Так. Помечаем как done. Дальше case when we have missing migration method handling. Да, Мишань, ты понятно. Понятно. Спасибо тебе. Так, я упоминал про конвенцию. О чем я говорил? Если мы посмотрим на сериалайзер, то мы увидим, что есть всякие конструктор хендлинг, потом там state format, handling, state parse, default value handling и вот это вот все. И соответственно, нам нужно написать такой же хендлинг свой. Соответственно, это будет public enum. Пусть будет пока так, missing handling.
Соответственно, будет два типа у нас: throw exception и ignore. И дальше у нас будет конструктор, в котором мы добавим как раз таки missing handling. И перепишем вот этот метод на... Да. Только мне вот не нравится комментарий, который там... Точнее, как там исключение бросается, поэтому мы его сохраним. Давай-ка, Павел, ты можешь. О, господи, нет, спасибо. Я не голодный. Все. Пойдет. То есть, если у нас метод handling стоит на throw exception, мы бросаем exception. Если он у нас стоит на... Если он у нас... Нет, не invert, а convert to switch statement. Continue. Default оставим. Значит, у нас здесь possible null reference, поэтому просто заигнорим ее. Дальше у нас... Ладно, идем. Идем сначала правим все тесты, которые у нас есть. Получается, по умолчанию мы будем... Ну, подразумеваем, что кидается исключение во всех тестах. Мы писали все тесты с учетом этой логики, поэтому... Все. Поправили. Теперь возвращаемся назад. Throw migration exception, соответственно... Потому что я хочу, чтобы... Смотри, ответ очень простой. Потому что мы не знаем, как именно настроили... Потому что, во-первых, это новая функциональность, функционал которой не очевиден. То есть это не базовая настройка сериализатора, это сверху нагрузка. Мой плагин, ну, он наверняка там будет пользоваться успехом в узких кругах или использоваться в узких кругах. И, соответственно, лучше, вот я предпочту, чтобы люди понимали, в каких случаях эта штука может испортить им жизнь. И оставлять контроль им и указывать это явно. Потому что, ну, если мы там создадим перегрузки и так далее, то это может создать разное понимание того, как это работает. Где он там кидает исключения, где не кидает. А здесь мы явно указываем. Потому что, например, по умолчанию JSON convert не кидает исключения, а возвращает там null object, но наш плагин будет кидать исключения. Соответственно, это немножко необычно. Поэтому и оставляем пользователю явно решить, как он хочет, чтобы это работало.
Да, with ignore migration method. Так, deserialize object. Not null person. Not null person. Ну да, почему бы и нет. Ну да, контроль дайте явность. Ну вот да, типа не все же лезут в документацию то есть они просто берут, ну, в большинстве случаев, да, типа, все мы так делаем. Устанавливаем, смотрим, как установить, а уже потом вникаем в нюансы. Вот и здесь вот точно так же. Сначала установим, ну, дадим возможность пользователю все сделать, а потом уже, если он захочет, он углубится в нюансы и решит, какой из методов для него удобней. Case for JSON and null. Вот, да, собственно, здесь вот, надо подумать, как это проверить. Но сейчас да, что-нибудь. Так, valid JSON ignore, окей. Что там? Case for empty JSON и null. Давайте самым первым добавим. Public void empty JSON deserialize exception. О, интересно. Так, empty JSON, migration mock, throw exception, соответственно, person 1 throws migration exception. Что мы ожидаем от поведения от пустого JSON? Если JSON пустой, то и нечего об этом ну, мы просто это скипаем. Мы не должны вызывать метод миграции и не должны кидать исключения. Так, JObject. Вот здесь, наверное, нам нужно добавить проверку. В случае, если у нас проверки не будет, то мы пойдем, попытаемся достать custom attribute. Попробуем вызвать методы. В зависимости от того, методы есть или нет, мы их вызовем, бла-бла-бла-бла-бла, и продолжим десериализацию. Ну вот, по идее, нам это просто не нужно. Ну да, с документацией ты прав. С документацией ты прав. Я являюсь одним из админов в чате по Zinject. 80% вопросов и ответов связаны с документацией или базовой теорией. Остальное это про стейт машину от K-синдикат. Ну, вот так. Поэтому, да и я сам, когда работаю с внешними плагинами, я предпочитаю полный контроль оставлять на своей стороне. И явно видеть, что я где включаю. Так, получается, мы не должны кидать никаких исключений. Does not throw, соответственно, и person v1 person и person not now. Опс. Ничего себе. Ладно. Assert is not now person. Ну да, он и получается is not null, точнее он не нулевый внутри, то есть сам инстанс класса создастся, но значения полей внутри него должны будут быть там по умолчанию. Да, окей. Только теперь еще
Если объект пустой. Должны ли мы вообще вызывать методы миграции? То есть, допустим, сервер присылает нам response, в котором есть какие-то данные, но одно из полей, которое помечено как migratable, оно пустое. Соответственно, мы его должны сделать, оставить пустым. И при сериализации, допустим, он опять отправляется пустой. Так. Будет ли это очевидно вообще? Будет ли это очевидно? Или мы должны вызвать все методы миграции на нем? Ну, по идее, если он пустой, то и версий не будет. Если не будет версии, значит по умолчанию мы пойдем с первого метода по n. И пользователь уже у себя должен будет обработать, что объект не пустой. Если так, то тогда нужно делать для каждого метода. Пользователю придется писать для каждого метода миграции. Так, а если в сериализаторе... Ладно. Слушай, ты случайно не знаешь, возможно ли как-то переопределить, что будет по умолчанию, если использовать default T? Я понимаю, что для типов ссылок там всегда null будет. Нет, это нельзя никак переопределить. Default ключевое слово, это, ну, допустим, вот смотри. Это, короче, ключевое слово компилятора. То есть для компилятора, то есть он что по факту делает? Он смотрит в тип переменной на стадии компиляции и подставляет дефолт значение. И, соответственно, подставляет под это il код свой. То есть получается вот from version, и тут он вот, соответственно, pushes the integer value of 0 into the evaluation stack. Давай так, это можно сделать, Миш, это можно сделать, если ты, ну, то есть это можно сделать наверняка двумя способами. Первый способ это написать модификатор il кода. То есть, каким образом он будет работать? Он будет у тебя на стадии компиляции анализировать всю твою assembly, всю твою DLL-ку, брать кусок кода, брать кусок il кода нужного метода, искать default инструкцию,
и переписывать вот эту инструкцию соответственно, с тем, что пушится значение 0 на стек на какое-то другое значение. Это сложно. Ну, это это не совсем тривиально, но это возможно. То есть, как бы пишут до source генераторов приходилось кодогенерацию некоторую делать через ил. Это возможно, в этом нет никакой супер магии. Второй возможный момент, я не уверен на 100%, но возможно, можно как-то через Roislin написать какой-то дополнительный через Roislin написать какую-то штуку для дополнительный компилятор процессор, может быть, который будет, ну, как знаешь, как с JSON конвертером. То есть вот точно так же дополнительный свой процессор для компилятора, который возьмет твой вот этот кусочек кода и каким-то образом будет учитывать его при конвертации, давай говорить так, после стадии там лексического анализа и построения дерева. Он будет на моменте преобразования этого дерева в код, согласно твоим каким-то фильтрам, давать тебе сгенерить какую-то свою какой-то свой ил-код на выходе все равно. То есть в любом случае это всегда ил-код. Это чревато большими проблемами, когда ты пытаешься своим кодом влезть в чужой компилятор, с чужой монастырь со своим компилятором зайти. Но в принципе это возможно. Типа, это возможно сделать. Также возможен вариант, что это работает как постпроцесс, например. Ты берешь липку скомпилированную свою, встраиваешься на посткомпилейшн, дергаешь подписываешься на посткомпилейшн callback, ищешь свою скомпилированную библиотеку, работаешь с ней как с бинарем и модифицируешь внутри ил-инструкции в каком-то конкретном классе, в конкретном методе, где-то там еще. Но, соответственно, в языке, то есть вот тут, у тебя это будет выглядеть как там default. Просто ты напишешь default from version, а он тебе вместо нуля, он тебе выдаст минус 10 тысяч. Ну, допустим. Да, вот, он выдаст D. Он попытается D записать туда. Ну, аминь-алюминь, короче. Ну, почему такой себе? Все под задачу, Миш. Ну, типа, есть задача, допустим, которую надо решить. Ну, можно и так сделать. Можно вообще все что угодно сделать. Вот опять же из-за полиморфности. Так. Окей. Возвращаемся. Есть JSON пустой. Ай. Ну-ка, как вот челик делает это? Че он там? В migrator конвертере пишет. Но он try migrate вызывает. Ну хорошо. Мгм. Эм,
Hash-based migrator. Serialized data. Null. Null. Migration settings. Окей. Purple. Get version. Не, ему вообще без разницы. Он вообще не проверяет на то, пустой метод или нет. Пустой ли JSON к нам пришел или нет. Чисто теоретически мы должны будем проверять это в... Так. Ладно, я не буду это хендлить. Если у кого-то будут с этим проблемы вдруг, тот мне создаст pull request. Я не хочу сейчас думать. У меня, я не хочу сейчас решать эту проблему, потому что она кажется мне слишком, как бы так помягче выразиться, тупой, что ли. Так, public void. Да, null JSON, deserialize exception. Вот тут не совсем. Тут не совсем, потому что нам нужен вот to person migratable mock. И сейчас мы возьмем вот этот JSON-чик и возьмем to person migratable mock. Так. Да. Возьмем и попытаемся десериализовать это в to person. Нет, не not migratable, а вот to person migratable. Так. Теперь подумаем. Так, given JSON with null value. Соответственно, мишень. Сорян, придется тебя заналить. Так, и что у нас здесь тогда произойдет? Нам придет, мы JSON reader, мы возьмем JObject, в JObject null create. Да я вообще даже, кстати, без понятия, что вообще произойдет в таком случае. Но вопрос в том, как мы на это реагируем. Получается. Я же в L-коде null. Ну вот видишь, да, вот ты null в L-коде, вот и будешь null еще и в JSON. Ребят, кто подключается, смотрит нас, сидит в этот воскресный вечер, смотрит этот замечательный стрим, спасибо вам большое. Не забывайте загружать лайки, подписываться на канал, на телеграм-канал, если вы вдруг еще не подписались каким-то образом. Много всего интересного ждет. Деятельность, так сказать, общественную я заканчивать не планирую, а только наоборот, расширять. Так что есть уникальная возможность наблюдать становление и развитие с самых низов. А для этого нужно подписаться. Так, возвращаемся. Что мы здесь ожидаем? Ну вот у нас пришел персонал. То есть как это будет выглядеть?
какой у нас там? У нас придет вот этот объект, он сериализуется. То есть зависит от того, что загрузит JObject здесь. JObject может просто нам загрузить null. И все, и мы вызовем мигратор, да и все, собственно. То есть как будто... Ну, по идее, если... Не, в данном случае мы должны будем отгрузить... Так, подожди, Так, еще раз. Есть два разных кейса. Первый кейс, когда два migratable класса внутри... Я точно на это тесты еще не писал? Ну да, но здесь вызывается, что 2 по 3... Мы считаем количество раз, когда метод миграции был вызван на методах. То есть... Нет, Миш, все сохранилось. Все сохранилось. Вот они, эти тесты. Вот они, эти тесты. Просто я пытаюсь понять, а не проверяет ли вот этот тест, который мы сейчас хотим написать. Вот этот. Где он тут? Вот этот. Нет, не проверяет, потому что null. Ай, ладно, господи. Так. Two persons migratable. Да, по идее, вообще не должно быть проблем. Ни в этом случае. То есть, по идее, assert does not throw. Вот так. И... does not throw JSON convert not migratable. Да. Так, теперь поправим. There is no exception. Okay, let's go. Эх. Error hand current JSON reader is not an object. И откуда нам это кинуло? Из runtime migrator read JSON. Пажи. Так. Deserialize, internal reader. Read JSON, deserialize. То есть вот он дважды вызывается, и второй раз он вызывает его и на JObject load. Он говорит, что current JSON reader is not an object. Так. JSON load settings.
Comment handling, line info, duplicate property. У него даже нету null хендлинга, поэтому мы здесь наследуемся от имплементации JSON read exception. Поэтому throws JSON read exception. JSON read exception. В обоих случаях должен будет быть. Потому что мы просто наследуемся от мы не изменяем функциональность работы JObject. Если JObject изначально определил, что если в JSON Object у нас по умолчанию определено, что он кидает исключение в случае, если объект null, то и нам незачем насчет этого париться. Все, готово. Done. Case for write JSON. Окей. Write JSON. Значит, что мы на write JSON-то должны сделать? Мы должны просто версию записать в JSON файл. И все. Так, кстати, как это сделать? Ну-ка, writer. Culture formatting. Write null, write value, write raw, write string, write token, write property name. Так. Сейчас. То есть первым делом мы должны понять. Мы всегда должны записать версию, которая у нас уже есть. То есть у нас есть объект, допустим, даже пустой объект. Мы его пытаемся записать. И у нас вот начинается JSON writer, который по сути сериализует весь объект. Это его текущее value, и на write мы всегда в самом начале, значит, мы должны в самое начало прописать значение версии, притом оно там не будет. Да, все. Его там никогда не будет. Кроме случаев с populate. Так. Кроме случаев с populate. Кстати-ка. Как много всего нужно захендлить, это жесть. Так, если значение есть, мы ведь стрингу получаем в ответе. Верно? Ну все, тогда ничего нам не надо здесь набрать JSON. Здесь все просто и понятно.
Здесь порой все ясно, как светлый день. Так, can read, can write. Для начала. True. Окей, окей. Все, case for write JSON. Теперь давайте вот здесь напишем. Public void write JSON. Но по идее тест должен будет быть один. Что нам тут нечего особо проверять. Тест. После JSON мигратора на какую тему хочешь вести стрим? Будешь ли вообще дальше стримы вести? Я лично бы хотел увидеть, как ты пишешь простую игру, применяя свои архитектурные решения, в идеале из блока. Честно, Миш. Я не очень хочу писать игру на паблик, потому что это очень много времени и материал или его качество. Я боюсь, что оно будет не такое, каким я бы хотел его видеть. Мы просто таким образом попадем в ловушку, некачественных примеров. Потому что, это ведь не продакшн код, в продакшене все равно это все делается по-другому, а тратить там 300, я не знаю сколько, но я думаю, чтобы написать какую-то нормальную игру, более-менее близкую к какому-то продакшену и зарелизить ее там в Google Play, вот это вот все. Но это я не знаю, это часов 100, наверное, 150, 200. Типа, это очень, короче, я к этому сам очень серьезно отношусь, и для меня это будет достаточно сложно. Но я хочу успокоить и сказать, что я не буду делать отдельные стримы по этой теме, но я вот сейчас прорабатываю все свои материалы для того, чтобы запустить свои собственные курсы по архитектуре. Как у K-Syndicate, то есть взять весь материал, что имеется, переработать, добавить свое. И я пересмотрел сам курс синдикатов, вывел для себя моменты, которые я бы хотел улучшить, и постараюсь их, соответственно, в своем курсе исправить. Плюс подойти к этому более фундаментально, нежели чем просто показать прямую имплементацию, как это сделали синдикаты. Во многом не объясняя какие-то моменты, которые, на мой взгляд, стоило бы объяснить. И я планирую в качестве примера и реализации данной архитектуры дать доступ к проекту Magic Battle Arena компании Silver Fox Games, в которой я являюсь директором и основателем, и где вся интеллектуальная собственность принадлежит мне. И тем самым люди получат, кто решит приобрести курс, получат очень качественный пример, прям с реальным продакшн-кодом. Я тем самым вдохну вторую жизнь в проект, в который было потрачено $400 тысяч. То есть это будет такое вин-вин решение. Вот. Как для слушателей и пользователей, так и для меня.
Вот. Потому что у меня появятся дополнительные ресурсы для того, чтобы заниматься и продолжать заниматься архитектурой и качеством. То есть я хочу больше в эту тему пойти. В R&D, в исследования, в научные статьи, в Roslyn анализаторы, статические анализаторы кода и архитектурные какие-то штуки, которые будут помогать реальным разработчикам вести, там, допустим, проект на Unity более качественно. То есть у меня, например, есть Unity, этот самый. Я сейчас скину в чат. Да не скину в чат, я его сейчас открою, господи. У меня есть вот и Unity Empty Project Template, который, по сути, можно расширить. То есть, просто создав конвенцию того, как следует вести проект, чтобы когнитивная сложность вашего проекта росла медленней, чем при других решениях. И эта конвенция, она будет использовать, допустим, эта конвенция, она будет использовать прямые выводы из научных статей по когнитивной сложности. Соответственно, мы там получим какой-то репозиторий, какую-то конвенцию, которую люди смогут реально использовать у себя на проектах. Какой-то набор, грубо говоря, архитектурных подходов и организаций и рекомендаций к организации своего проекта. Вот. То есть я вот больше вот в эту сторону хочу двигаться. Поэтому стримы будут на около вот эти вот тематики. Архитектура, архитектура Unity проектов, разбор решений, разбор разбор архитектуры проектов, решения, которые можно применять для проектов Unity для улучшения их качества, для улучшения качества кода, для снижения когнитивной сложности, для снижения времени разработки и так далее. Вот про вот это. Понял. Исходники твоего проекта ты имеешь в виду давать тем, кто купил курс, или прям всем? Да, то есть это будет такая премиум возможность. То есть за обычную стоимость можно будет посмотреть курс полностью. За дополнительную плату можно будет посмотреть курс, получить доступ к исходникам и плюс отдельный будет такой модуль, в котором я буду разбирать архитектуру этого проекта, ее плюсы и минусы, можно будет над ней поработать, ну, типа, посмотреть, скачать, запустить и так далее. То есть, типа, ну, в общем, доступ к репозиторию, грубо говоря, с проектом. Про темплейт и его расширение. Это классная тема. Да, спасибо. Ну вот я сейчас глобально работаю над этим. Вот. О, будешь ревью кода делать подписчиков. Сейчас это модно нынче стало. Да, но сначала, прежде чем делать ревью, нужно рассказать всем свое видение того, ну, то есть от чего я отталкиваюсь. Как бы, вот. То есть мою мотивацию. То есть надо начать сначала с какой-то мотивации и скажем так, идей, которые я хочу пропагандировать, грубо говоря. Вот. Или, ну, давайте так, не пропагандировать, а продвигать в массы просто. Способ мысли и способ действия, который буду продвигать в массы. Вот. А потом уже можно начать с код-ревью, когда люди знают примерно чего ожидать, грубо говоря, но хотят, допустим, послушать критику для того, чтобы стать лучше. Вот для того, код-ревью это не критика, это просто взгляд другого человека. Ну блин, тут надо что-то переделать идею, можно половину материала курса бесплатно рассказать. Ну да, в принципе, я сейчас думаю, как это все правильно завернуть. Ну это
Я пока над этим работаю и ничего никому не продаю, так что, ребят, расслабьтесь. Это просто... Так. Given. Object to serialize. When serialize object, there is no exception and version is written to string. Да, пусть будет так. Соответственно, then serialize object. Ага, и JSON, ага, и, соответственно, assert equal. Насчет порядка. Вот здесь с порядком могут быть проблемы, поэтому с порядком элементов, потому что мы ведь будем первыми писать. Поэтому, скорее всего, это будет сделано как-то вот так. Проверяем. Возможно, Миш, я неправильно объяснил. Прежде чем начать... Прежде чем начать ревьювить код, люди должны понимать, как бы, чей код, ну, типа, кто их код будет ревьюить. Ну, точнее, как. Слушай, короче, это, наверное, мое заблуждение. Да, код-ревью классная тема. Может быть, я тоже на этом добавлю это, сделаю стримы с код-ревью от подписчиков. Вот. Есть джуны, ребята, которые мне пишут, спрашивают, типа, как, чё, где, откуда черпать информацию, вот это все. В общем, да. Так. Case for write.json готово. А имплементацию-то мы не написали. Заговорил ты меня, Миша. Так, write comment, write null, write raw. Raw JSON without changing reader state, write token. Write current JSON in the token and its children. Для этого мне нужно иметь токен. Ладно, хорошо. Токен. New JSON. J token. Reader writer. Так, я могу как-то... Ладно. Writer. Write token. JSON reader. JSON token. String. И object value. Ну, получается, это будет migration constants. Migrate version JSON field name. Это будет name. Ничего не понял. Как оно здесь прописывается? String value to string. И это обычный system object. Да, Мишань, не принимай близко к сердцу, пожалуйста. Я пошутил.
работает writer вообще? Write token, write value. Жесть, это прям реально столько. Вау. Ауч. Вау. Жесть. Сука. Так, что-то я долго туплю, мне это не нравится. Давай, подскажи мне идею, как ты это сделал, как ты это записал. Также взял сериалайзер, присвоил значение. То есть зачем он взял из объекта, сделал JObject из объекта, взял JSON property name и запихал его, по сути, туда. И записал этот объект вовнутрь райтера. Да, почему так? Потому что и он еще сериалайзер передал. То есть, что по сути он сделал? Весь объект все состояние объекта в него же и записал. То есть взял, точнее, состояние объекта и записал его через JSON, JSON Object. Я что изначально хотел сделать? Я хотел просто записать value. Но ведь в таком случае оно не будет учитывать все текущее состояние объекта. Так что да, здесь нужно, получается, все же таки через JObject тоже это делать, получается. Потому что у нас просто не получится по-другому записать это состояние. Write to writer. Вот. И, соответственно, соответственно, это у нас JObject и... Так, у нас есть миграторы, и в миграторах мы что-то такое писали. Если нету, то добавить. Если нету, то добавить. Добавить вот это и убрать вот это.
Ну да, по сути так и нужно сделать. А, И он пишет это из ну, get current version. Понятное дело, он из текущей версии это извлекает. То есть, а мы это извлекаем из атрибута, соответственно, вот так. Притом object type нам неизвестен, поэтому value get type, get custom attribute. Соответственно, и migratable attribute version. И мы в него прям версию эту запиндюриваем. Добавляем и после этого пишем JSON write to writer. Притом здесь есть тема с вызовом самого же себя объекта. Из-за того, что мы передаем сериалайзер, он будет снова и снова заходить в write.json, точно так же, как мы сделали с migrated types. Read. Окей, я понял. Короче, это работает, это на самом деле работает как спин-лог. Типа, мы в файнале всегда меняем на false. То есть мы резервируем вот этот type для того, чтобы наш сериалайзер не сработал дважды. Соответственно, мы здесь можем соптимизироваться немножко и migration in progress. Господи, челик. Ладно, я просто промолчу. Соответственно, try. Да даже не так. Даже здесь try никакой не нужен, по идее. Там бог с ним, пусть будет. Так, contains return existing value. Да, и здесь finally всегда remove. Мы это делаем. То есть мы, по сути, добавляем объект, который у нас сейчас, который мы уже мигрировали в хэшсет, для того, чтобы вот здесь, когда мы вызовем populate или deserialize на сериалайзере,
Мы заново не вызвали этот метод. На прошлом стриме мы получали как он называется, хардлок, короче. То есть у нас юнька крашилась тупо. Вот. И здесь мы должны то же самое сделать. То есть это аналог спин лока. То есть лока по типу, пока над ним ведется работа, мы блокируем его изменения. Мы блокируем двойную миграцию этого объекта. И все, что мы делаем. Соответственно, migration in progress. Здесь мы пытаемся, соответственно, contains is in progress. Contains и object type. Все. А что за suggestion? Move initialization to constructor. Зачем? Окей. Тем самым мы еще и снизили. У нас локаций меньше будет на на мигратор. Значит, записали migratable атрибут. После этого взяли JSON field name, прописали его, перед этим его и object type. Да, здесь, соответственно, нам нужно вот это value get type, introduce variable, value type. Да. Если содержится, то здесь нужно просто return делать. Вот. А тут уже добавлять. И finally делать remove. Вот так вот. Вот так вот. Value type. Отлично. Сюда. Так. Write JSON, ну, должно быть. Oh no. Как лучше, в конец JSON или в начало JSON добавлять? А есть какой-нибудь add first? Не. Лучше всего тогда assert. Нет, не contains. String. Нету string для стрингов здесь. Получается is true. JSON contains version 1. Бабах.
Все. Записали. Давайте еще JSON v1. Person v1, person v2, person v2. Давай-ка, pilot. Спасибо. А почему version 3? Копайло, господи. Вот пишется V2, V2, V2. Но в финальной стринге должно быть version 3. Господи, это угар. Ладно. Case for write JSON. Ебой. Improved test for many migrators. Здесь какая логика должна... Здесь какая логика должна быть? Сейчас, ребят, секунду. Я уже пойду курилку заберу. Тапок ускакал. 1 минуту. Так, все здесь. Миш, угар, конечно, ты скинул. Первый раз услышал фразу «Аминь, алюминь» и решил загуглить. Вот на что наткнулся. А я даже не знаю, откуда я это взял. Из школьного. Откуда-то. Так, improve test with many migrators. Что, в принципе-то, что я хотел проверить? Я хотел проверить, что там какой-то datetime. Допустим, у нас несколько миграторов. И у нас все корректно отрабатывает. Где там методы с нашей миграцией?
Вот. More than one converter. В целом уже здесь и так все в порядке. Только вот не read конвертер мог вот его брать полностью. Немножечко подправить вот здесь, наверное. Что там по нескольким конвертерам? Да, по нескольким. Да просто тест написать. Просто тест написать, что у нас, если будет добавлен еще один конвертер какой-то, что он будет вызван, он отработает и не будет никаких ошибок. Вот. Собственно, это все. Кстати, ну только оставим его. Да, и как раз таки здесь. Сейчас. Вот, по идее, как-то вот как-то это сделать. Public class two persons. To different migratable. Вот так. И здесь получается сделаем JSON property person 1, да, и параллельно с ним, допустим, поставим public datetime date, да. То есть для datetime мы просто напишем другой мигратор. То есть вот такой случай. То есть у нас есть еще один какой-то мигратор, конвертер, точнее, JSON конвертер. И нам нужно убедиться, что этот JSON конвертер будет успешно вызван на этом объекте. О, привет, Илья. Кстати, у меня тут для тебя тут тудушка. Implement migratable interface explicitly. Короче, я не знаю, Илья, был ли ты на предыдущих стримах, но, короче, эта тудушка уже не актуальна. Вот ты пришел, поздоровался, она не актуальна, потому что у нас имплементация вообще теперь абсолютно совсем другая. И выглядит она вот таким вот образом. Вот. Ну, если попроще, вот так вот она теперь выглядит. У нас есть migratable атрибут, и мы вызываем методы migrate. Там все поменялось, помню. Да. Так что, сорян, я тебя оставил без pull реквеста. Без pull реквеста по улучшению, но я здесь до этого обсуждал, что здесь есть поинты для улучшения.
И можно создавать, используйте на продакшене, пробуйте, смотрите, как это работает, приходите, создавай pull request, проверяй, как работает в продакшене, создавай pull request, и я добавлю фичу, какую, ну, какую попросишь, может быть. Так. Two-person non-migratable. Господи, я опять все потерял. Вот он. Все. Значит, тест. Public void valid JSON v1 lies with another migrator. Pass. Угу. Так, получается, given JSON with the field version and date. Нет. Вот так. А теперь date. Теперь нам нужно date сделать в формате ISO 8601. Так, more than one migrator, migrator 1 и migrator 2. Вот здесь мы нужно new date time converter. Так. Или там ISO 8601. Или как он там вообще писался, этот мой... Вообще не помню. String enum bison binary. String enum version converter. Кстати, возможно, с version будет проблема. Поэтому заменим. Ошибка компиляции. Окей, так.
Ладно, не суть. Короче. Migrator 2. Datetime. Может быть, datetime offset. Конвертер. Что он там конвертит? Get format, RNK, string. А что-то еще какой-то ZZ есть. Какой-то формат. Ладно, datetime конвертер пусть будет. Так, когда у нас больше, чем одного мигратора. And serialize JSON. Вот. А почему? Это type конвертер. Понятно. Окей. Так, вернемся к find. Data table, bson. Так, ладно, version конвертер. Окей. Пусть будет version. Version конвертер. Соответственно, здесь нам нужно проставить version. Просто не system version получается, а... Или нет, или system version. Какое пространство имен-то? Namespace system. Все. Да, system version. Получается version. Version. Вот, только тогда version нам получается, нам нужно здесь прописать with other migrator and version. And version. Заодно двух зайцев. Version 1. Нет, там по идее вот так должно быть. Мажор, минор еще там должен быть. Так, и теперь and deserialize JSON, then there is no exception. Not null. Persons и... Так. Так, во-первых, assert does not throw. Здесь split declaration. Здесь удаляем, здесь вот так перемещаем. Угу. Так, does not throw. Не выкидывает никаких исключений. Is not null. И соответственно persons 1 not null. И not null version. И assert, не знаю, где там, как там выглядит persons version.
build measure. Получается major, да? Да, получается major assert are equal major единица minor 0 build 0. Нет, по идее тогда давайте так вот сделаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Угу. Все. ZZZ костылище. А ты можешь объяснить, что это за ZZZ? Я не очень понимаю. Так, does not throw. А что он кинул? Here converting value person 1 to type. Так, чё? Так, Че еще раз он там говорит? Error converting value person 1 to type. Че? Ну, да, и что? Ничего не понимаю. Ребят, есть идеи? Что за херня? Could not cast or convert string to light migrations test editor. Position 9. Семь, 8, 9. Вот этот. Name, age, migration version. Name, age.
Name age. Да. 2 часа 6 минут. Надо уже заканчивать. Name age. Нет же вообще никакой разницы. Вот здесь. Блять. Хотя бы в каком миграторе-то это вызывается? Можно это увидеть? Ответа нет. Понятно. Это внутри прям именно десериализатора какая-то проблема. Давайте еще раз. Ну господи, блядь. Алексей, сэр Алексей, блин. Овальный. Ужас. Джейсон тупо невалидный был. Дописался, блин. Так, ладно. Да. Case for struct. Case for struct. Ладно. Опа. Ага. Понятно, понятно. Окей. Вот как раз для структурочек прописали. Так, а вот для дженериков мы сможем? Ну, вроде как. Тут вообще такой есть. Generic параметр. Но благо не для generic параметров.
Так, статика. Inherited for lol. Inherited true, allow multiple false. Вот прям явно пропишем, чтобы всем точно было все понятно. Так, write JSON. Давайте этот метод чуть-чуть переместим. Значит, здесь это про конструктор, следующий про конвертеры, парочка методов. Вот здесь, да. И вот здесь мы еще, получается, public void. Так, JSON. Public void. JSON v1 deserialize as pass. Я где-то pass использую, где-то success. Pass. Cold success. Pass. Pass. Угу. Так. Given JSON with field version. Deserialize JSON. Deserialize struct. Person struct v1 должно быть. Ага. Опять split declaration и assert does not throw. О, кстати, а чё это я? Не как профессиональный блогер-то, бля. Где там? О! Чё я сижу, блин, меня не видно. Так, does not throw, migrator и is not empty. На null, соответственно, мы это не проверим. Соответственно, assert are equal. Что такое? Ну, имеется в виду default. Ага. Все. Эх, ну тут все должно быть окей. Тоже. Да. Зашибись. Ага. Кайфы.
Так, case for struct, case for populate an existing value. Deserialize. Public void. Valid JSON v1 populate with the migrator pass. Так, только давайте допустим, как там populate работает. У нас есть какой-то объект, и мы его заполняем какими-то данными, да, мы его заполняем, да, JSON person v1, при этом, да, мы даже populate object, и все, и нам внизу. Ага, ну понятно. Здесь нужно new JSON serialize settings, и здесь нужно указать converters. Вот так вот. Давайте только еще на им сделаем. Где там? Вот, Мишу сделаем. Populate with migrator replace. Как там? Я здесь это обрабатываю. И не равно replace. Ага. То есть здесь получается without replace. И получается old value in object is not replaced. Но получается, что но h27. Да. Так. Как там он правильно называется? Object Creation Handling. Object Creation Handling. Чему он там равен? Ну если авто, то он создаст, то... Если он авто, то он создастся сам. Да. И получается без реплейса. Интересно, кстати, реплейс. А вот так что будет? По идее тогда должно же вот так вот сработать. Нет.
Ну, старые данные перезатираются просто. Ну да, это окей. Здесь это не важно. Да. Получается, старые данные перезатираются, да. Мишаня там. Мишаня, давай ему годиков добавим тоже. Это что он? Так. Так, для Populate все готово. А теперь вопросы про existing value. Про replace точнее. Always create new objects. Only reuse existing objects. Это правило создания объектов получается. То есть для populate и не равно replace. В случае replace мы десериализуем данные напрямую. В случае так, то мы используем populate. Ну да, все так-то. Все. Да. Все, ребят, на этом мы уже заканчиваем. Получается, что версия у нас готова. Версия 1.0. Плагином уже можно пользоваться. Не знаю, может быть, я еще сделаю стрим. Ну, я не вижу смысла делать стрим на то, как мы будем писать readme. Ну, типа, ну какой смысл на это? Какой смысл это писать? Поэтому какой смысл на это записывать стрим? Я напишу readme уже в закулисье, наверное, на следующих выходных, и сделаю отдельный пост, в котором как раз-таки отдельно объявлю, что мигратор готов и им можно пользоваться. Вот. Давайте проверим наши тудушки. Давай, точнее как. Так, Light Migrations JSON Project. Так, Draft readme for version 1.0 GitHub Actions. Так, нет. Но нам еще нужно дистрибьюцию написать и проверить и запустить тесты для JSON конвертера для .NET. Это тоже надо будет проверить, но я это все сделаю потом. Так, fix test case with many converters готово. GitHub versions readme. Ну, не то чтобы отказаться. Илья, если вот на проде поработаешь и нужно будет, я отдельно сяду, напишу, создашь pull request. Я сделаю еще один стрим по написанию JSON, по написанию Royslin анализатора. Так, research about получается, что у нас остается? Readme, NuGet, npm и NuGet, то есть оформить это в виде пакета, запаблишить это и написать readme по использованию и еще, наверное, clean up review and
issue. Да, иди title. For version 1.1.0. Окей. Вот так. Все. Давайте посмотрим, что мы сделали. Значит. Угу. Review cleanup. Cleanup code. Плюс XML doc. Так, все. Review cleanup code. Ага. Все. Так, делаем, смотрим, что у нас получилось. Throw exception can read true. Мы сделали hash set, получаем value type. Если содержится, мы добавляем. После этого делаем JObject, получаем migratable attribute, берем из него версию, прописываем эту версию, и даже в случае, если что-то пошло не так, мы разблокируем объект. Здесь, если объект есть, мы добавили просто поддержку хендлинга, подреформатировали код, перешли на использование migration in progress. Здесь тоже перешли на migration in progress, написали подправили конструктор, окей, переименовали migration version, написали тест для empty JSON, после этого написали тест для структуры. Здесь у нас идет переименование плюс добавление новых конструкторов. Дальше мы написали проверку для двух разных миграторов, что у нас все в порядке. Написали, что если одно из значений null, у нас бросается exception, это все правильно. В случае, если... но это перемещен метод мы переместили. Здесь without migration метод. Ну если написали тест на бросание исключений в случае, если не имплементирован метод. После, но в случае, если у нас стоит ignore, то десериализация проходит без ошибок. Да, здесь все правильно. Здесь просто переименование и конструктор. Populate without replace migrator. Да, populate. Почему without replace? Здесь вот это вот надо... Ладно. Угу. Так. И в write JSON мы написали. Также закончили все тудушки, написали структуру.
Написали person without migration, two different person. Все, здесь все готово. Так, еще здесь example BDD тест. Ну, лол, конечно же нет. Так, migrator mocks. Мы его просто называем мигратор. Вот, кстати, еще пару моментов. Здесь string формат, во-первых. Во-вторых, default version. Да. Вынесли все в константы. Здесь это готово. Дальше migratable. Конвертер. Like GHT migrations converter. Ага. Так, и migrations converter tests like это. Да я что ли? Like migrations converter. Like migration converter tests. Так, это пусть будет публичное. Мы можем оставлять возможность наследования и создания класса. Migratable attribute. А есть ли у нас задача делать его sealed? Нет, у нас нет задачи делать его sealed. Так. Это internal. Нету смысла делать. Вот это может там, этот имеет делать, вот этот класс имеет, enum делает смысл делать паблик, это имеет смысл делать паблик, это имеет смысл делать паблик. Атрибьют имеет, константы нет. Зачем? Константы пусть будут скрыты. Зачем? Угу. Да, незачем. Может быть, кто-то напишет потом pull request, где это нужно будет поправить. Но пока я не вижу в этом. Так, смотрим на сборку. Play mode. Ну, оказалось, что play mode нам вообще никак не нужен, поэтому мы его нафиг удаляем. Да и все, пожалуй. Та-дам! Фух. Все, ребят. Это успех. Это успех. Можем коммититься. Стрим 6. Finish it all pussiness logic and tests. Все, да, чё?
Нам больше здесь особо-то ничего и не нужно. А. Так, git reset, mixed, head. Да что ж ты будешь делать? Один. Ага, так, откатились. Сейчас вот это что за... Это все нам не нужно. Только оставляем ровно то, что нужно. Без всяких вот этих вот... Облегчаемся по максимуму. Так. Стрим 6. Release. Candidate. Version 1.0.0. Finished all logic and tests. Git push. Йоу. Все. Плагин готов, ребят. На этом цикл из видосов по написанию своего собственного open source плагина для JSON миграции файлов подошел к концу. Больше времени потребовалось значительно, чем я думал, но мы написали кучу тестов, покрыли огромное количество кейсов. Покрыли большое количество тестов. Это я могу с уверенностью сказать, что вы можете уже сейчас этот код использовать на проде. То есть, он покрывает все необходимые, если какая-то ошибка вдруг возникнет, вы мне дайте знать, и если что, вы можете импортировать этот мигратор напрямую к себе в проект, чтобы в случае какой-то исключительной ситуации, связанной с, вдруг, если я какой-то кейс упустил, вы всегда сможете локально это пофиксить и прислать мне после этого pull request. Не стесняйтесь этого делать, но я постарался вообще предусмотреть все возможные варианты, когда покрыть, короче, все возможные кейсы, которые могут возникнуть при миграции. Вот. Надеюсь, вам эти стримы зашли. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, подписываться на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Спасибо, Миш. Спасибо, Миш. Писать комментарии вообще, что думаете. Вот. Также не переходите. Сейчас я ссылку на плагин. Ссылку на плагин я скину в чат. Ай. Ссылку на плагин я скину в чат. Вот. Ставьте звезды, пользуйтесь плагином. В общем, большую и, пожалуй, такую насущую проблему для продакшн проектов я постарался решить. Вот. На этом в целом все. Ждите, я уже на стриме говорил. Планирую дальше двигаться в развитии, в изучении научных статей касательно измерения качества кода, измерения сложности, когнитивной сложности архитектуры, архитектурных подходов, их разборов, предпосылок, вообще с чего ноги растут и так далее. Вот. И дальше на канале будет еще больше стримов.
посвященные этой тематике. Также я буду писать в блог, поэтому писать блог на эти темы. Фух. Класс. Супер. Почищу еще потом немножко и все. На этом все. Всех не задерживаю. Илья, ты, я вижу, вопрос задал. Я еще останусь, отвечу на вопрос Ильи. Но для всех, кто уже может, хочет бежать, бегите, отдыхайте. Хороших выходных, хорошей рабочей недели. Так, помогите, пожалуйста, житейским советом. Работаю в очень маленькой конторе, в которой от меня, как от прогера, очень мало зависит. Как побороть совесть и свинтить на более оплачиваемое место? Как побороть совесть? То есть вопрос в том, как побороть совесть? А в маленькой конторе ты чувствуешь свою сильную привязанность и то, что... Нет. В очень маленькой конторе от меня как очень много зависит. От тебя много зависит. Окей, реши это по-бизнесовому. Типа, приди к своему руководителю, скажи, что решение уже принято, что я ухожу, и я ухожу через месяц условно. Или через 1,5, или через 2 месяца. Таким образом, у тебя будет карт-бланш на то, чтобы действительно уйти, успокоить свою совесть, а, а у руководителя будет время на то, чтобы найти под тебя подходящую, найти под тебя замену. Вот. Вот и все. Типа, не связывай, ну вот, моральная, личная привязанность к какому-то месту, ну вот, можно ее побороть, вот, если решишь расстаться супер по-хорошему, вот таким вот образом, заранее предупредив, и после этого там уже уволившись. Уже в предсказуемое время, не просто так, ты всех заранее предупредил, все об этом знают, все к этому готовы, все обменялись твоими контактами, все остались на связи и так далее. Вот и все. Я так увольнялся из Stark Games. Я их предупредил за 2 месяца до моего увольнения, что я ухожу за 1,5 месяца. Вот. Это дало возможность, ну, типа, всем. То есть ни для кого это не было сюрпризом, все это прекрасно знали, и я уверен, что мой уход никак не повлиял на проект. И число зрителей под конец выросло. Ребят, всем привет. Мы уже закончили, мы написали плагин. А кто залетел, раз уж так получилось, вот. Я скинул ссылку на плагин, который мы в итоге написали, Light Migrations JSON. Я подготовлю readme. Вот, залейте, раз уж вы здесь, залейте лукасов, залейте звездочек, поиспользуйте проект, поиспользуйте плагин на продакшене, создайте issue, посоздавайте pull реквестов, если есть какие-то проблемы. Я всегда буду рад выпустить версию. Ну и если мы соберем здесь 50 звезд, если мы соберем на этом плагине 50 звезд, то я сделаю следующую, то я начну работать над версией 2.0. Над версией 2.0, в которой мы добавим Roislyn анализатор, как я и обещал. И там над GitHub Actions поработаем. То есть, короче, больше займемся DevOps частью, сделаем бенчмарки, попробуем улучшить перформанс. И добавим JSON анализатор и сделаем GitHub Action. Вот, это все будет тоже на стримах. Так что, да. Все, я уже трижды это сказал, так что все, ребят, давайте. Всем хорошей рабочей недели. Всем спасибо. Пока-пока. Ну, вот и чай закончился.